вообще. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Всем привет! Вот уже я и в Японии, успел устроиться на работу и сделать много разных дел. Да, приключение на Филиппинах было замечательным, однако Япония мне уже как дом родной, и я решил вернуться сюда обратно. Как видите, на улице уже довольно-таки тепло, приблизительно около 20 градусов, что достаточно очень комфортно ощущается. В данный момент у меня обеденный перерыв, и времени не так-то и много, поэтому я хотел бы с вами обсудить кое-что интересное. И давайте, наверное, мы перенесемся в другое место, более комфортное. Всем привет! Меня зовут Сергей, и добро пожаловать на мой канал Dream Tropical. В этом видео я хотел бы обсудить с вами самое важное событие, которое однажды произошло со мной в моей жизни. Итак, если вы готовы, то давайте начнем. Итак, начнем. Я обычный парень из Беларуси, из обычной семьи, где отец инженер, мать домохозяйка, имеется маленькая сестра. Детство было веселым и беззаботным. Однако, когда пришло время думать о том, как же быть в будущем... Да, когда-то был я вот таким тоже. Время летело, я закончил школу, потом пошел в армию. Вернувшись с армии, я поступил в университет и параллельно начал работать. Обучение в университете мне понравилось намного больше, чем обучение в школе. После того, как я закончил университет и получил диплом о высшем образовании, я был очень счастлив. Ведь теперь я стал дипломированным специалистом, и передо мной открыты все, практически все, многие дороги. Так я думал. Однако, даже имея опыт в работе и диплом о высшем образовании, не дает тебе гарантии о том, что ты сможешь найти работу своей мечты. Нет, ну может быть и сможешь, может быть и сразу, но некоторым для этого приходится очень сильно постараться. Время шло, и каждый день превращался в обычный день, а обычный день в обычный серый день. Все краски стали просто какими-то серыми. Возможно, это потому, что погода в тот момент на самом деле была пасмурная. Возможно, но это не точно. И вот в один из таких серых обычных будних дней меня посетила мысль: если ничего не изменить или не изменится, то моя жизнь так дальше и продолжится. И у меня началась борьба с самим собой. Я начал искать разные варианты, потому что, чтобы жизнь моя была такой, и тогда я решил: нет, так не может быть, я не хочу этого. Нужно искать какой-то выход из этой ситуации. И как вы думаете, что я выбрал? Открыть бизнес? Штурмовать многие компании со своим резюме?
напролом и говорить, что я лучший специалист, которого вы можете себе нанять? В итоге моим решением стала Япония. Да, именно так. Я выбрал Японию. Эта идея меня очень заинтересовала и вдохновила, и я начал искать множество информации в интернете. Я посещал многие различные веб-сайты. Однако найти какую-то правдивую и достоверную информацию было очень сложно. И я отправился смотреть видео на YouTube. Да, это просто океан информации, и я нашел там то, что я хотел. Изучив множество различной информации, я принял решение: да, я все-таки хочу отправиться в Японию, и эта идея просто замечательная. Но это было всего лишь начало моего пути. Далее меня ждала рутинная работа в подготовке документов, подаче различных заявлений, ожидания, радость, ожидание и так далее. Приблизительное время подготовки у меня заняло около года. И подготовки документов, и не какого-то обучения. И да, еще в тот момент на YouTube я нашел очень важную информацию о том, что если вы едете в Японию и вы захотите в будущем там остаться жить, вам нужно знать японский язык. Если вы его не знаете, вы просто там жить не можете. Да, я, конечно же, с этим согласился, потому что, живя или в России, или в Беларуси, тебе просто необходимо знать русский язык. Если ты его не знаешь, то ты не сможешь ничего. Ну, может быть, что-то и сможешь, но на самом деле ничего ты не сможешь. Тебе обязательно для существования необходим русский язык. Чтобы отправиться из Беларуси в Японию, это еще тот геморрой. Нужно подготовить множество документов. Короче, очень много всякой вот этой бумажной бюрократии. Поверьте, ребята, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Хорошее случается. И вот, наконец-таки, через год я получил письмо, в котором было одобрено мое обучение в японской языковой школе. Я был очень счастлив и радостен, просто не мог поверить, что это происходит со мной. Долго не раздумывая, я отправился в Минск, в японское посольство и оформил визу. Я просто больше не мог ждать. О боже, я лечу в Японию! Это было величайшее ощущение, которое я мог себе только представить. Мои ощущения были просто на грани, как фонтан, как какой-то фейерверк. Это было просто неописуемое ощущение. И в итоге я отправился на другой конец света, там, где люди ходят вверх ногами. Но если мы вот здесь вот так, да, ходим вверх головой, то здесь они ходят вверх ногами. Вверх ногами. Расслабьтесь. Мы живем на земном шаре. Люди ходят здесь точно так же, как и у нас. И вот с тех пор прошло 6 лет, как я живу в Японии. Отучился в японской языковой школе, устроился на работу, женился, ребенок родился. Если вам что-то либо интересно из этого, пишите ниже в комментариях, и мы можем это обсудить с вами. Ребенок уже скоро пойдет в ясли, а я и жена стараемся обустроить нашу жизнь здесь, в Японии. Япония – это чистота, порядок, свежий воздух и возможности расти. Она уже стала для меня как дом родной. Если ты думаешь о переезде в Японию, или тебе просто интересно, как здесь живется, то пиши ниже в комментариях. Если смогу, то помогу советом. Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение истории. Поставьте лайк и оставьте комментарий ниже под видео. Ведь меня это будет очень мотивировать для выпуска новых видео. Спасибо за просмотр. Увидимся в новом видео. Всем пока! The time of your life.